Всем привет! Мира вам всем и здоровья! Ну что, открываем сезон консервации 2020 года, и первое по плану у нас будет клубничное варенье. Посмотрите, вот такое варенье у нас получится. Ягодка к ягодке. Вкуснющее, космос. Давайте готовить. Хорошо осмотрите клубнику, порченую уберите, отделите чашелистики и хвостики. Хорошо промойте быстро под проточной водой и выложите на бумажное полотенце. Вот здесь у меня 3 килограмма мелкой клубники. Вот такая мелкая клубника сегодня у нас по 50 рублей за килограмм. Вот видите какая. На килограмм клубники килограмм сахара. Я готовлю вот в таких алюминиевых тазах. Хотя можно и в нержавеющей кастрюле. Сразу высыпаю часть клубники. Она у меня практически сухая. Хорошо полежала на бумажном полотенце. Так, распределили одним слоем и засыпали килограмм сахара. Высыпаю еще одну часть клубники. Ну, понятно, что если 3 килограмма, то в 3 захода. И засыпаем еще килограммом сахара. Да, сахара много, а никто и не сказал, что варенье это полезный продукт. И сверху еще килограмм сахара. В таком виде я оставлю не меньше, чем на 3 часа. Я в перчатках, потому что я потом от клубники не могу руки отмыть. Со второй партией клубники проделываем то же самое. Она сейчас немножечко осядет, когда мы ее будем готовить, ее меньше будет, поэтому не страшно. Я стараюсь всегда готовить вот в 2 чашках, потому что, отстрелялся, как говорится, и все. Но это еще не вся клубника, которую я буду закрывать. Я еще буду закручивать, на мясорубке кручу. И потом варю. Она получается такая, как мармелад. Очень вкусно потом и выпечку делать, и просто с блинчиками. Там нет клубники, там желе такое клубничное. Ну все, сейчас оставлю часа на 3, а потом начнем дальше с ней возиться. Друзья, 3 часа прошло. Мы сейчас поставим на огонь, на самый слабый огонь, и дадим внизу, там ягода сок пустила, сахару растворяться постепенно, чтобы мы смогли помешать. Вот сейчас ни в коем случае трогать нельзя. Там немножечко внизу сейчас подзакипит сок, который все равно выделился. И мы потом только начнем перемешивать нашу ягоду. А пока ждем. Это будет продолжаться минут, наверное, 5-7. Ничего там внизу не прихватится, можете не сомневаться. Вот, чему там прихватываться, там смотрите, сколько сока. На дно никогда сахар не сыпьте, это неправильно. На дне должны быть ягоды, дальше сахар, опять ягоды и снова сахар. Сейчас нам надо, чтобы сахар растворился. Клубника вся сверху, там вот сироп. Ягода вся сейчас на плаву, и с ней ничего не случится. Мы ее не раздавим. Я варю клубнику сутки. Сейчас она закипит, пенку пустит. Поварится 5 минут. Вот после того, как все растворится. А часа через 4, когда она полностью остынет, я ее еще раз прокипячу. И потом утром завтра 1 раз проварю. И еще оставлю часа на 3. И к обеду я ее закрою. Для того, чтобы она была целенькая, такая как мармеладка, прям вкусная. И ее за 1 раз так не сваришь. Она должна вот этим сиропом сахарным напитаться. Только тогда она будет вкусная, настоящая такая вот прям. Берешь ее, она как мармеладка вкусная. Запах стоит сумасшедший. Я люблю это время. И я еще буду закручивать и закручивать. Всякую чепуху буду закручивать. Вот не знаю, буду в заморозку закладывать или нет. Ну, скорее всего, буду. Посмотрите, как она у меня закипела. Я вот сейчас добавила огонь, чтобы она прям вот немножечко закипела. А на медленном огне она уже кипит, наверное, 3, может 4-5 минут. Выключаю здесь. И сейчас я ее оставлю часа на 4 до полного остывания. Пусть напитывается вот этим вкусным сахарным сиропом. Вот теперь пусть наша ягода отдыхает. Друзья мои, подошло время второго закипания варенья. Прошло 5 часов, у нас 12 ночи. Вот посмотрите, ягодка к ягодке. Кипеть должно не сильно. 5 минут она так потомится. Можно выключать, а утром будем вновь кипятить в течение 5 минут. Друзья мои, продолжаем. Доброе утро. Ночь простояло варенье. Сейчас мы его закипятим, проварим 5 минут. А в обед сегодня через 4 часа еще раз проварим и закроем. 4 раза я его провариваю по 5 минут. Смотрите, какая красота.
Вот не пришлось еще пенку убирать. Видите, ее нет. Ее просто нет. Если появляется, снимайте. Аккуратно вот так в одну сторону. С ягодой уже ничего не случится. Она уже, можно сказать, свою структуру оставила. Вот она. Сейчас закипит. 5 минут проварю и оставлю. Встретимся в обед. Продолжаем, друзья. Банки обязательно стерилизуем. Я хорошо мою банки с содой. Они у меня высыхают. Ставлю на противень в холодную духовку. Разогреваю до 140 градусов. Через 10 минут достаю. Этого достаточно. А крышки я заливаю кипятком. Они у меня постоят практически до остывания. И выкладываю вверх. Вот так. Они тут же высыхают и готовы. Процесс приготовления варенья завершен. Если вас очень напрягает эта пенка, можете ее снять аккуратно ложечкой. Вот так в одну сторону так соберите. Вот такая ягодка. Одна в одну получилась. Сейчас будем разливать. Я беру обычную баночку, которую простерилизовала. Обязательно набираю ягоду и сироп, чтобы и того, и другого было одинаковое количество. Беру следующую баночку, захватываю ягоду и сироп. Вот так не под самый верх. Я уношу на стол, где мы будем потом закручивать. В этот момент у меня на медленном огне так и стоит варенье. Я не выключаю. И снова ягод немножко и вкусного сиропа. Сейчас я выключу. Мы пойдем закрутим те банки, что набрали. А затем я это смешаю и закручу, сколько здесь осталось. У меня обычная. Украина производит замечательный нож закаточный. И по кругу до упора. Она очень легкая в управлении. Просто замечательная. Обязательно баночку, пока горячая, протираем влажной салфеткой. И следующую берем. Как только до конца довожу, просто еще со всех сторон пытаюсь покрутить, хотя нет необходимости, но каждая хозяйка боится. А вдруг кто-то там не докрутилась. До конца надо обязательно развернуть, чтобы на следующую нормально надеть. И берем салфетку и переворачиваем на крышечку. Крышки беру Светлана. У нас они считаются самыми лучшими. Никогда не подводили. Может быть, есть и другие крышечки получше. Но я не очень люблю экспериментировать. Если мне вот зашло что-то, то все. Можно меня уже не переучивать. Так, вот так не сделала. Как же. С 3 литров у меня получилось 3,5 литра. Конечно, она же еще уваривается. Там немножко осталось, но я смешаю сейчас с крупной и буду закрывать в другие баночки еще. Красотки. Сегодня крышки просто удивительные. Бобры всякие. Кстати, я их ничем не накрываю сверху, нет необходимости. Друзья мои, с поставленной задачей справились. Вот такая ягода у нас получилась. Космос, не варенье. А вы не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!